Здравия и ума желаю всем слушателям. Зеро Литовский Презентс дарит новый цикл рассказов о Зазеркалье из рубрики «Ничего себе». Опять иду по джунглям, засекая ловушки и волчьи ямы вражин. А может, закон от Эзера поможет? Ну, сами знаете, первый. Хорошо, попробую. Слушайте, египтяне-исламисты, первый закон от Эзера. Картинка банана не есть банан. Ну что, граждане тунеядцы, хулиганы, алкоголики, наркоманы, кто хочет поработать? Сегодня, полагаю, будет весьма полезное для пробужденного разума видео. Спящим мои видео не заходят, слишком жестко будет. Зомби так не могут быстро сориентироваться, на то нет разрешения. Начну с классического эпизода из фильма «Матрица». Смотрим. How? He is the one. Ну вот вроде показали, как Нео ожил. Легко стал бороться с агентом. Попал в агента Смита и начал там некие перевороты делать. После которых агент Смит разорвался на куски от света изнутри от Нео. Мне как бы все понятно и ясно, но вот дуракам, по-моему, тут трудно одолеть загадку. Хотя мы как раз наблюдаем за этим процессом, в том числе и дураки наблюдают. Но дураки на то и дураки, чтобы не понимать того, что им показывают. У них война какая-то, Трамп сумасшедший, Ормузский пролив. Ну, как всегда, в дурдоме без изменений. На Западном фронте все спокойно. И главное, их убеждают многочисленные фашистские солдаты, что вот все так и есть. Не надо думать. Не надо понимать. Вон Иран географически. Кусок земли на карте воюет с другим куском земли под названием США. Это же нормально, так всегда было. Кусок земли не поделил с другим куском земли чего-то. И который побольше кусок земли, тот всегда сильнее должен быть. Да, вот у вас такое представление. Смотрите на карту, вот, значит, где силушка. Скажете, не кусок земли воюет, а что-то другое? Да, правильно, это не кусок земли, но у вас в мозгах это же кусок земли. На карте. Это же физическая земля обозначена. Это не вы. А вот то, что есть переход из Земли в Я,
Это уже дурак никак не поймет. На то не хватает мощностей процессорных. У него мощи есть святые, перуны-какуны есть, беды-веды есть, буквицами тоже не обделили. Дахау вон блестит на солнце золотыми куполами, а вот с мозговыми мощностями запор некий вышел. Запор поставили, ограничитель, пломбу на те мощности. Засолили и закрыли, запломбировали на всю жизнь. И из этой могилы никак не хочет зомби вылезать, ему и так хорошо там. Зачем думать и мышцу напрягать, если можно по-детски, по-смертному, как нас учили жиды? Если видите в сказке волки и лиса разговаривают, то это и значит, что в лесу те волки и лисы, они между собой вот такие вот планы строят и козни. Жаль, что они не умеют по-человечески разговаривать, хотя, думая продвинутое поколение Пи, они полагают, что лиса и волк по-человечески разговаривают. Ведь в сказке так описано, и на экране так показывают. Но если показывают в экране, так это так и есть. Но если найдется взрослый в этом детском саду дебилов слабоумных, то он поймет очевидное, что лиса и волк не разговаривают по-человечески, по-русски, например, а следовательно, это некая выдумка. А зачем ту выдумку наряжать в звериное, если это можно обыграть в человеческих формах и образах? А может, это так и обыграно, просто некие существа, разговаривающие на человеческом языке, получили почему-то форму зверей лесных. Ну вот. Это я уже дебилам выдаю алгоритм размышления, присущего разуму. В обществе дебилов думать не учат и не занимаются таким процессом. В концлагере смерти на это нет времени, надо за шекелем бегать и угождать тому, кто этот шекель дает. Жопку лизать, в глаза смотреть, виновато, на коленях стоять, дымы нюхать. Ведь у вас вон смотреть сколько бешеных, у них вроде времени есть свободного, но что они с ним делают? Пухают или в церквях на коленях стоят. А взять бы да подумать, а чем я-то тут занимаюсь, и надо ли мне это? Нет, это не выходит так. Вон сосед на коленях стоит, чего-то там таращит, значит, вот так и надо делать. Вон и поп говорит, что правильно делаем. И по телевизору показали, что это вроде нормально и приветствуется. Вон япончик с ведром на голове тоже подтвердил, что значит это есть самое что ни на есть продвинутость. Ведь так у вас происходит запихивание говна в какоприемник. Что вы своим мыслительным процессом называете? Такой алгоритм у вас. А вот посмотрите на этот эпизод из фильма и себя спросите простую вещь. Я где-нибудь такое видел в моей жизни, чтобы один парень заскочил в другого парня и порвал его изнутри? Это же так очевидно. Когда смотрите любое кино или читаете книжку, вы себя должны спросить, то, что я вижу, это реально или нет? Это работает так в нашем мире или нет? Если получаете ответ «нет», а это, помните, есть волшебное слово, после которого Нео остановил пули и победил агента Смита, он перед тем и сказал «no», что есть Нео по-другому, тогда уже можете идти дальше. Без первого «нет» вы никуда не пойдете, вы всегда останетесь в канализации своей ближневосточной с вашими друзьями-жидами. Путь в человека, мужчину и христианина, он труден. Это путь борьбы и против себя, своих заблуждений, своей каки головной
и против течения каки в окружении, а этого добра тут навалом. Ведь на дураков потоп пошел не чистой водички, а смрадной, канализационной и соленой. Вся эта жидовская говорильня по всем каналам и в телевидении, и в интернете, и в телефонах, это и есть оно, какао ваше, но не физическое, а информационное. Это агент Смит и поджитки на вас напали и трахают в какоприемники. Одно какао на полках магазинов, другое какао в экранах. Ну пошли к эпизоду. Тут после того, как вы, надеюсь, все-таки себе сказали, что такого в жизни я никогда не видел, чтобы один парень прям залез в другого и разорвал, напрашивается некое предположение, что нам показали нечто, чего не бывает. Можно на этом остановиться, это просто выдумка, никакой связи с реальностью нашей нет. Фантастика галимая, как почти каждый бандерлог уверен. А можно предположить, что показали нечто, что не есть наш внешний физический мир, а это нечто другое, где действуют некие другие законы. Или масштаб другой действия, не наш бандерложий. И показали, конечно, не людей физических, а нечто с людской внешностью, но в другом неком мире с другими физическими законами. Далее можно предположить, что чтобы бандерлог мог сориентироваться, эти образы получили некие наименования и разные детали тех образов: костюмы, одежда, очки, прическа, диалоги. Они показывают и объясняют, что это такое. Я не буду объяснять все детали, это не нужно. Вам бы понять хоть главное. И то будет уже страшный и великий прорыв укрепленных жидовских линий. Они же у вас бетонные, долговременные. Так и называли эти оборонительные линии долговременными. Я это называю на всю вашу жизнь вам выстроены укрепленные линии против себя. Против той девочки, которая поднялась из бездны в фильме «Тихий холм». Silent Hill. Вот там укрепленной была линия печать, запечатана на всю жизнь. Звучит парадоксально, но вы бегаете и ищете Бога и себя, тем самым разрывая себя на части, а тем временем кто-то занимается тем, чтобы вы никогда себя не нашли, и оно спрятано на самом видном месте. Вас. Просто закрыто и запломбировано разными печатями солей, сахаров, кофе, алкоголя, шоколада, идолов и тому подобное, и главное ложью. Вместо того, чтобы открывать те печати и выходить на Божий свет, вы прячетесь по конурам и пещерам, что вы называете церквями, банками, больницами, магазинами. Уходите от Бога, от себя, и потом сами не знаете, что делать с этим. Вот те печати, та ложь галимая, в которой вы живете, как в говне, и есть германские укрепленные линии, которые состоят из скрепленных напитков разного разлива и денежных помыслов и желаний, которые все завязаны на шекелях, что есть яд змеи. Вот такие зиеловские высоты надо брать, вот такой он Берлин и Рейхстаг. Это есть зомби-состояние. Душа, антенна закупорена, сломана, и нет энергии. А есть рабство и германские господа вокруг. Ложь, говно и смрад. А надо бы не бегать, не ползать на четвереньках, не лизать жопу, а просто почистить себя от говна, от каки. Снять печати, прорвать линии своей дури и безумия, которые не позволяют вам ни владеть собой, ни понимать реальность, ни тем более ее видеть. Вы только пялитесь в экраны и слушаете жидов, чтобы они подсказали вам, что есть реальность. А от жида вы получите говно в любой форме. В форме сводок из войны, в форме россказней о потопах и бедах Ведах, о кабале и других прекрасных и так милых вашему какоприемнику вещах. Подобное липнет к подобному. Что слушаете и принимаете в себя,
тем вы и становитесь. Если слушаете жидов и фашистов, вы ими обязательно и станете. И даже скажу проще, вы ими стали. Так как нет защиты в вас. Продали защиту. Изменили себе и Богу, продали себя за шекели. И это и есть единственная ваша защита в мире дьявола. То есть дебилов. Дьявол — это же дебильность. Вы когда стали слугами дьявола и стали прыгать за шекели и скакать, вы стали дебилами. Тем самым это и хромой, и ислам. Это и есть настоящая исламизация. Внешний мир вам принимает и показывает то состояние, в котором вы находитесь. И это не только Россия, но и Америка, и Европа. Исламизация — это показатель дебилизации населения. Это как термометр от Бога. И остановить этот процесс можно только став из дебила разумным существом, то есть человеком и христианином. Вот и все. А это путь джедая здесь среди бешеных дебилов. Это путь 10 заповедей. Только через это можно почиститься и стать человеком. Стать с колен и четверенек на 2 ноги и начать борьбу. За жизнь, за разум, за Бога. Звучит высокопарно, возможно, для вас, но для меня это в порядке вещей. Я побывал за гранью и знаю, что там находится и что там ждет Бандерлога. Как и говорил тот Пингет, I will tear your soul apart. Ну вот поняв, что нам показали чего-то такого, что в мире Бандерлогов каждый день не происходит, можно уже идти к именам, к понятию, чего от такого столкнулось. Об агенте Смите, по-моему, я уже рассказывал. Это кузнец. А в простонародье это называют СМИ-ты. По-английски медиа. Средства массовой информации. Мой бог или водный бог. Это медиа английское. А так-то это просто средство массовой информации. Вон что кует вас. Изделие делает. Если кто с головой еще, то он может понять, что СМИ очень великое оружие и охраняет тюрьму с бандерлогами, объясняя им, что никакой тюрьмы-то и нету. Что, мол, дело татуировки — это прекрасно. Ну, в общем, все то говно, что видите, ползает вокруг, это и есть работа агента Смита. Закон — это тоже агент Смит, если что. Это программное. Не человек какой-то, это генерация новостей, фильмов, книжек, научных статей. Агент Смит может принять облик любого бандерлога. Надо, он примет образ Эйнштейна, какого-нибудь ученого, можно это просто генерировать, а можно взять шкуру, цифровой костюм сделать того бандерлога. Как это делается, можно более-менее понять из фильма Body of Lies, совокупность лжи. Вон там взяли беднягу араба-архитектора и сделали его террористом. Просто через компьютер. Теперь уже не надо газет и других потугов. Раз-два и готов в телефоне или телевизоре. Также тот Смит это можно проговорить как семит. С-букву выговаривайте полностью и получаете семит. Ну, та СМИ нам показывают и принадлежит рожам, которые нам назвал агент Смит семитом. Нет, рожам ничего не принадлежит. Рожи — это ширма и маски, за которыми прячется агент Смит. Он тех рож сам и нагенерировал. Но тут есть подсказка. Сами понимаете, что семит и ложь — это одно и то же. Это вам подсказка дается бесплатная, что если чего-то вам выпускает семит Смит, это ложь. И надо говорить «нет». И дальше думать, если хотите не попасть в Ближний Восток и канализацию. Тот семит, наоборот, дает и понятие times на английском. Время, времена. Это опять же про врем, я, ложь. Время оно тоже регулируется Смитом. Вон одним Смит дал такое время, другим другое. Как-то умудрился даже 365 дней сделать дуракам в году. По-моему, тут должно быть 360 дней, как и градусов в круге. В аду это логично, но у дураков нормально есть какие-то скачки по месяцам, что дураки воспринимают как должное.
Да и если вы бы не будете воспринимать, сделать дураки в дурдоме ничего не могут. Они даже не понимают, что это дурдом, и что в нем можно что-то поменять, только изменяя свою дурную голову. А так-то семит это эсмит. Я читаю огонь испускающий. В аду горит огонь, он горит во многих формах. Одна из форм адского огня это семит, это СМИ. Ведь те все экраны это же огонь натуральный, или вы думаете, вы на что смотрите? Это и есть самый настоящий огонь. Но когда в экране кричат солдаты «Огонь!», это в том числе и через экраны по вам стреляют эфиром. Советами или желаниями, смотря какое войско напротив вас и с кем воюете. Если воюете с собой и Богом, то германский, семитский огонь, он есть ваш дружественный. Вам нравится, он вам говорит, какие вы великие, парады победы показывает, предлагает наркоту и так далее. А советы от Бога они нервируют, они показывают другую жизнь, другие возможности, путь к разуму и здоровью. Если такое вам не интересно, и вам надо слушать историю Пи или Тарсуновых с Лобановыми, значит вы на германском берегу реки Одера, и вы стреляете по советским воинам. Вы семит на стороне агента Смита. Вот и все. Либо нет нейтральной позиции. Вы либо в Красной Армии, либо в Вермахте. Пока что я Красной Армии не вижу. Один только Вермахт. В фильме «Белая земля» это и сказали. Была только одна армия. Агент Семит это есть житель Матрицы. Я его ранее подразделил на две категории. На жида и араба. Оба семиты, оба смиты. Можно это сказать и по-другому. Дураки, зомби, спящие, верящие в картинки банана, какоголовые. Это одна рать, как говорится. О них и объяснил Морфеус в фильме. Они рабы системы и будут бороться против каждого, кто покусился на систему дьявола. Сказал, что король голый. Не обязательно это физическое противостояние. Змея не идет биться в ринг. Нет, она заставляет других себя избивать на ринге. Подсаживание на ложь, на деньги, на наркоту, на алкоголь – вот это и есть то, как воюют жиды и арабы. Арабы еще честнее, иногда они камнями швыряются, а вот жиды не. Камень они бросят мысленно и через араба. И тут и была снова того совета, что давала Тринити Нео. Видишь агента, беги. Беги не в смысле физическом, а в смысле работай мозгами, а не кулаками. Но Нео понял одно, бежать это не выход каждый раз, и начал бороться. Это показали как кулаками и ногами, но это просто аллегории борьбы ментальной и духовной. В большинстве случаев это борьба со своими демонами внутренними, со своими ментальными программами, пытаясь найти выход к Богу, соединиться с Ним, получить связь и тем самым сознание. Ну вот значит с одним парнем в дуэли разобрались, второй парень тоже не совсем парень. Кстати, мужское обличие указывает на мент, на мужское, на функцию мышления, памяти, на человечность. Как говорится, из 1000 был один мужчина, а среди остальных не было ни одной женщины. Это не красное словцо, а суровая реальность. Пидорасов я за мужчин не считаю, а таких тут абсолютное большинство. Они помечены разными знаками, что тем самым есть диагноз расстройства душевного, татуировки, серьги в ушах, прически женские и так далее. Не зря ведь говорят об ухудшении качества спермы, это о том же и говорит. Я это называю невидимой кастрацией, химической и информационной. Матриархат он и есть кастрация мужчин, а феминизм это как раз и есть оно. Это форма матриархата. Униформа матриархата. Это нападение матриархата и того, у кого тот матриархат давно уже в обиходе. Вспомните, кого обрезают и где, и поймете, где матриархат. Обрезание той крайней плоти – это просто выражение кастрации. Так вот, нео – это новый на латыни, а я в мозгу это называю неокортексом. Это часть мозга, который мужчина должен себе вырастить.
и против кого и идет борьба всеми теми приемами обрезательными. Лоботомия, она и есть обрезание лобных частей и блокировка неокортекса. С тем понятием неокортекса дальше поймете и другие значения слова «нео». «Нео» на немецком это «ной», а это в греческом уже есть «ной», тот самый, что плыл куда-то в Ноевом ковчеге. А в греческом это то же самое, что и «нос», «ноус», это ум, разум, «ной». Все это, по-моему, связано с неокортексом, в том числе и связано с ядеркой, ведь на английском это называется nuclear. Nuclear, neoclear, noiclear. Можно даже перевести ясный чистый ум, почищенный ум. Но это весьма опасное такое состояние, ведь оно достигается чисткой. Если вы сами не почиститесь, вам почистят другими средствами, которые были описаны Чингизом Айтхматовым, как манкуртизация. А это еще можно назвать германизацией. Вон там стерли память и превратили в зомби, существо без памяти, обливион. И вам это сделали массово и давно. Я это давно наблюдаю. И это сделал агент Смит с семитами. И делал массово. И химически, и информационно обрезая мозги зомби. Алкоголь это было оружие лоботомизации населения. Явное оружие. Это шмайсерами расстреливали всех подряд ваши друзья германцы, жиды, которых вы до сих пор своими братьями считаете. Да нет. Брат не должен яд продавать, капканы ставить и убивать ваших детей. Запомните хоть это. Тут Ной, наоборот, дает понятие ион. По-английски это произносят как Джон. Иоанн Апокалипсиса и Евангелист это и есть Нео, и Ной библейский, это разум тоже. Или думаете, то откровение, что названо Апокалипсисом, то есть открытие, снятие завесы. Это может понять ваш башмак или ваш модный автомобиль. Нет, это может понять только разум. А сколько тут разумных, я уже понял. Отсюда и бардак ведь. Дебилы они не могут никак организовать жизнь, кроме как по-дебильному. А по-дебильному это концлагерь смерть уже получается. Когда голова не фурычит, дурак себя убьет и других убьет. Вот это и есть концлагерь смерти, где все служат смерти. Вот в тех фильмах и показывали тех многочисленных солдат вермахта. Это все население, которое научено, как убивать себя и других. Шекелями, экономикой, бизнесами, финансами, ядами. И все это вам сделано нормальностью. И даже узаконено, чтобы у вас сомнений никаких не было, что яды это добро. И что смерть это тоже добро. Отсюда и то говно, в котором живем. По дуре вашей вам воздастся и воздается. Это же автоматическая система, которая перенастраивается по усредненному показателю зомби. И когда показатели отклоняются от красной линии, заходят в положение уничтожения, включается автоматическая противопожарная система, что мы называем 4 всадниками апокалипсиса. Со смертью оно скачет. Напоминает как бы, что что-то не так. И главное качество неокортекса, разума и нового есть слово «нет», что тем самым есть жизнь через иврит, хет. Как получается «нет», я, по-моему, объяснял. Нео это выговорена полностью буква «н». Убираем тот «е» и слышим «no», «не-о». На английском это и нет, и тем самым знать. No тоже так же выговариваем. Хотя пишется уже с К. Так что на агента Смита напало нечто, что в себе имеет новое, имеет разум, имеет нет. Отрицание напало. Как самое простое для вашего обрезанного мозга я приведу самый простой пример. Вот вы пялитесь в экраны на своих любимых дураков, заливающих вам говно в уши.
И вдруг у вас появляется сомнение, что эта говорящая голова говорит некое безобразие. Вы ловите себя на мысли, что это не так. Вы говорите «нет» своему любимцу мысленно в экране, не соглашаетесь с этим. Вот это и есть Нео, который попал в агента Смита на вашем индивидуальном уровне. И когда ваш разум и ваш «нет» говорит вам, что все это чепуха, ложь и галиматья, а есть совсем по-другому в вашем мире, то это и есть вы разорвали того Смита и Семита на куски светом, знаниями. Нет иного пути, к слову, нет, и к состоянию неокортекса и нео только через знание. Не через говно жидовское, через знание и реальность, через опыт. А на большом уровне, что я уже давно наблюдаю, Нео уже завладел агентом Смитом изнутри, все ваши новости и знания, которые даются, уже настолько очевидная ложь и блажь, что хочешь не хочешь, а даже зомби иногда начинают говорить «нет». Это нет. Разум. Нео орудует в СМИ. Трамп это прекрасный пример. Путин прекрасный пример такого, когда вроде руками самого Смита и Семита новости и информация опровергается. Не напрямую это как бы говорят, но так очевидно ложь показывает, что уже невозможно оставаться в том обливион состоянии, то есть в состоянии зомби и мертвеца, спящего в гробу. Все новости одна глупее другой, все эти разговоры, поездки, улыбки, ужимки, они же напрямую показывают, что те куклы на экране это просто генерация компьютера. Это лицо Салли в экране в фильме «Обливион». И напрямую уже все кричит «нет, все не так, вам лжем». И результат должен быть такой этого процесса, что в вашем мозгу сгнившем должен произойти взрыв. Ядерный, как и показали, и агент Смит разлетается на кусочки, так как все это была ложь галимая, пломба ваша, ваша могила. Знания новые разрушают эту тюрьму и ад, если, конечно, вам повезет. Если вы выберете верить агенту Смиту до конца, останетесь в темноте, останетесь в могиле и в шеоле вашем с вашими друзьями ближневосточными. Вы останетесь мертвы. В этом ничего плохого нет. Смерть она комфортна и удобна, и никто не может нарушить свободы воли зомби. Но те, кто выбрал жизнь, будут штурмовать Берлин, Зиеловские высоты, брать Рейхстаг. Словом, начнут жить и исцеляться. Естественно, это приведет к состоянию гражданской войны, но это неизбежно, так как она так и так давно идет. Это постоянное состояние войны. В дурдоме по-иному не может и быть. Кто не понимает, смотрите новый фильм «На Западном фронте без перемен». То есть все спокойные, все покойники. Там новый солдат после школы сразу на войну, получает униформу убитого и сам идет воевать. Вот это и есть та ваша капиталистическая жизнь. Это война и смерть. Как на конвейере. И воюете вы все в германской армии, другой нет тут. Вы, германцы, вы мыслите деньгами, и вы отчуждены от самого себя и Бога, подвергаете стимуляции эгоизма, как постоянными уколами допамина. Можете скулить, можете не соглашаться и так далее. Я это вижу и вам говорю то, что я вижу. Ваши потуги свое безумие выставить за нормальность не могут изменить картинки реальности. Если хотите поспорить, подумайте, насколько вы исполняете 10 заповедей в серьезной интерпретации, и вы сами себе ответите, нормальны ли вы и здоровы ли вы. Мой разум этот ад принимает вот в таком разрешении. Мне позволено видеть ад, как позволено было видеть ад Константину из одноименного фильма. Это опять же не физический человек, а функция разума. Это разум. А разум, само слово и говорит, он видит, увеличивает, приближает зло. Безумие. Это инструмент распознавания зла.
нужные инструменты и оружие в войне с зомби. Если так просто обобщить ту операцию, которую проводит Нео и как это было проведено в фильме «Матрица», то это и есть картинка банана «Не есть банан». Когда до гнилых мозгов дойдет то, что вы видите на экране, это может быть ложь и обман, и то, что это во всех случаях и есть ложь и обман, тогда агент Смит у вас и полетит в разные стороны на кусочки. Овладев волшебным словом «нет», вы будете отбивать удары Смита так же легко, как это делал Нео. Это ведь и был «нет». Но знаю. Осознание первого закона Тазера и приводит к тому состоянию, что показали в фильме. Видите, как просто, когда разум есть и можно понимать, что показали. А вы томитесь, вы думаете чего-то, выдумываете чего-то там, таращите глаза и смотрите по сторонам. Где тут жид, который вам все объяснит? Не так ли гениальный бандерлоги? Можно это сказать, что было порвано доверие к картинкам банана и к СМИ. И к тому идет все большими темпами. Вы обнаружите себя скоро нагими, как и следует из сценария. Вы обнаружите, что вас всегда змей обманывал. Когда съели яблоко, то вы отравились и умерли, и сами даже не почувствовали. В том сне смертельном вы были не зомби, вы были не в забытие. Нет, вы были великопобедители. Вы Гитлера победили. В космос сразу полетели. Американцы даже на Луну. Вот как это все выглядит и как оно есть. Дурдом летит, кувыркается, не пойми какими скоростями, без привязи, следует Солнцу великими скоростями, а тем самым временем запускает ракеты на Луну и попадает в нее, несмотря что скорости ракеты меньше той, с которой все тут мчится куда-то вдаль к звездам. Ну, надеюсь, более-менее тему раскрыл, что мог объяснил, а вы уж сами смотрите, на какую сторону реки Одер плыть, остаться у своих семитов или к советским и красным податься. А на главное поговорю и поразмыслю об таком понятии, как сатана. Знаю, что дураки ничего не понимают, что это такое, но боятся того слова и придают ему некие откровенно злые значения. И, по-моему, эта тема будет весьма связана с тем, что я рассказал про Нео и Смита. То, что есть некий сатана, нам говорит Библия и иврит. Никакие другие источники на это не могут указывать, так как другие источники, они просто есть производные из Библии. В Библии несколько раз упоминается сатана, но там как бы ничего не объяснено, откуда это и как оно появилось. Нет данных, нет легенды о том разведчике. В книге Иова там весьма, по-моему, ясно все описано, чтобы можно уже было как-то все это понять. Но я знаю одно, читать тут никто не может. Да и если прочтут, все равно ничего не поймут. Дебилы на то и дебилы, сами понимаете. Читаем книгу и видим фигу. Это естественное состояние. И это даже не оскорбление какое-то. Я сам там был и понимаю, что в этом мире выйти из морока — это задача не из легких по ряду причин. Вырваться из окружения. И мне искренне жаль дебилов, они по большому мало чем виноваты, что угодили сюда и стали как все. Так оно и задумано, на то и матрица. Но с другой стороны, дурак не тот, который не знает, а дурак тот, который не знает после того, как ему объяснили. Вот это уже дурак-профессионал. Увы, таких большинство. Профессионалы отсюда, и герб такой у вас, и поле чудес показывают непрерывно. А Иисус СССРович не может жить там, где дураки. Это другая программа. Это те люди, которые прилетели на планету Торманс. Почитайте «Час быка» и поймете, что означает быть человеком среди вас. Многие даже не берутся читать Библию, есть нечто отпугивающее. Весьма интересное наблюдение мое, я это определяю как некую красную пилюлю, которую предлагает Морфеус. Абсолютное большинство выбирает синюю пилюлю. Красная опасная, она пробуждает, она рушит стены лжи. Человек остается нагим, беззащитным и подверженным нападениям врага, пока он не вырастет свой неокортекс.
Вон помните, какой Нео из кокона упал, как его подобрали, как его выхаживали. Всю процедуру показали, это занимает время, это как лечение серьезно раненого в голову. Раны должны зажить, вырасти новая кожа, повреждения должны зарубцеваться, функции восстановиться. Кстати, я и сам долгое время не интересовался Библией, это мне всегда было как-то связано с религией. А религия-то меня всегда отпугивала, мне это было неприятно и отталкивающе. Мне были непонятны те наряды, те обряды и тот мрак, который там царит, да вонь серы. Мне всегда интуитивно это все было из разряда смерти и тьмы некой. Потом я как бы привык, заходил туда по разным причинам, но никогда не испытывал никакой радости или какой-то благодати. Я всегда смотрел на это как на физическое место, где почему-то надо проводить некоторое время. И Библия, она как бы в связке вот с этим учреждением дьявола. Это, по-моему, как-то и было сделано специально, чтобы люди не глотали красную пилюлю. Антиреклама как бы для разумного человека что-то ассоциировать с религией и церковью. Это же гнездовье дураков. А если это связано с гнездовьем дураков, это может быть только дурацкое. Вот так работает дьявол, это его методы. Он оружие против себя, против дебилизма отдал в руки дебилов. А то оружие, они, сами понимаете, есть обоюдоострое. Карандашом можно написать стихи, а можно и глаз выковать. В зависимости, кто карандашом владеет и что у него на уме. А у дебила на уме всегда будет зло и дурь. Значит, он использует карандаш не по предназначению. Так и с Библией сделали. Дураки, которые даже читали, ничего не поняли. Это то же самое, что дитя малое читает сказку. Ну, сами понимаете, как они понимают сказки. Так же, как и вы, дословно. Если показали, что Нео запрыгнул в агента Смита, то он и запрыгнул, не так ли, гениальные бандерлоги? Или вы скажете, что вы как-то все поняли, это до моих разъяснений, или разъяснений какого-нибудь другого автора. Задним числом умными становиться любите ведь, я знаю. А когда-то уже говорил и могу повторить, Библию читать нужна подготовка. Это как с весом большим штангисту. До нескольких сот килограмм надо много времени потратить, чтобы набрать мышцы и вес и опыт. Новый Завет годам 30 можно читать, но чур вы читали художественную литературу, мозги натренированы уже. А Ветхий Завет годам 40 можно подступиться. Но тоже, если подготовлены чтением до этого, мозги развиты до некоего уровня. Мозги развиты или не развиты, можно понять просто. Если читается легко и воспринимается и не отторгается, значит мозг уже подготовлен. Если текст вызывает непонимание и отвращение, значит это не вам. И не надо себя истязать. Библия серьезное, глубокое произведение, но это само собой не является обязанным для прочтения. Прожить можно вполне разумно и без Библии. Вокруг нас много литературы, полегче сделанной, но на основе Библии, как я называю, в облегченном варианте. Сказки для детей, художественная литература, фантастическая литература, кино – все это есть по сути Библия, но как бы в других ипостасях. Доносятся те же правила, те же понятия, показываются даже на детальном уровне ошибки, зло, какие есть причины, какие результаты тех или иных действий и помыслов. Это как воспитание и учение, но по себе знаю, самое трудное перейти тот невидимый барьер, ту границу. Она простая, но тот барьер очень крепкий. Я это называю барьером или порталом в другой мир, в другую реальность. Пока я не перешел тот барьер, мне все эти произведения и кино, и другие книжки являлись как бы отдельно от моего мира. Там был как бы другой мир, не тот, что вокруг нас. У нас ведь жизнь простая, вон у нас наши беды, веды и дела, заботы, а книжки они про другой мир, других людей. Это не про нас. Это про прошлое и так далее. Понимаете, может, о чем я говорю? Как бы два мира. Наша реальность и реальность кино и книг. Те миры не соприкасаются, и то, что в книжках, оно не актуально для нас. Это не про нас. Это нам не следует принимать во внимание, просто развлечение. И вот настает тот момент, когда, как я определяю, становишься разумным и переходишь тот барьер, поняв, что это и есть та самая реальность. Тот мир, он описывает наш мир. По сути, это тот самый мир, просто описан другими словами. Это обобщенно отзеркаленный наш мир. Алиса в стране зазеркалье.
И тогда уже по-другому начинаешь все это воспринимать, понимая, что это тебе помощь. Помощь родителей, помощь учителей, воспитателей, которые невидимы, которые с некими масками, но они есть. Как в том фильме с Расселом «Призрак», «Ghost», «Гость» на русском или «Гост». Он умер и попал в мир, где его еще живущие не видят и не ощущают. И он нашел способы, как помочь в том другом мире. Там того не показали напрямую, но я бы и так описал возможность помочь. Это написать книгу, сделать фильм или чего-то похожее. По-моему, это и есть общение с тем миром. По экранам. Напрямую мы же не можем видеть их. Это духи. Это программы. Как невидимые, беспроводную связь. Читая книгу или смотря фильм, вы начинаете видеть свой мир, себя, окружение, среду, понимать, проникать. Как та девушка виртуальная в фильме «Бегущий по лезвию» 2049 совместилась с настоящей девушкой. Это, по-моему, можно назвать стадией Красного моря. Видеть прочитанное, понимать прочитанное, видеть в прочитанном уроки, наставления, примеры, советы, психологическую помощь, которой вы во внешнем мире дурдома не получите у ваших тех разных придурков в форме попов или психологов, да, говорунов жидовских. Разум он утешает, он помогает. Это и есть наш Бог и творение Бога, они помогают нам как-то совладать с дурдомом. Кстати, слово «барьер» это тоже про голову. Вот и Константин из одноименного фильма, которого играл тот же Нео, он мог видеть оба мира. Он легко переходил границы, он читал, видел и понимал, что видит. Это различие разумного и дебила. Дебил заперт в своей тюрьме и ничего не знает, не видит и не хочет знать. Ему Библия и другие источники знаний и пища для его разума, как тренировка для мышцы, есть чем-то неприемлемым и отталкивающим. Я в детстве удивлялся, почему дети не любят читать. Мои дети не любили читать, мне тоже было непонятно. А это идет рука об руку, обрезание и книга читания. Обрезанные они не любят знаний, не любят читать. Им нужен телевизор и телефон, чтобы дать ясные команды и ответы на вопросы, который тот же телевизор и телефон сформулировал. Вы даже не замечаете, что все ваши вопросы вам создают, вам их формулируют. Это я называю то же самое, что создать проблему и начать ее решать. Вся ваша жизнь есть решение вам и вами созданных проблем, без исключений. Если постараетесь думать, то всегда найдете причину проблемы в себе и своих поступках и действиях. Да, в этом вам помогают, но ваша дурь и дебильность, она очень сильно помогает князю мира сего. Вы являетесь исправным слугой. Помните тот мертвый лес из фильма «Мио, мой Мио»? Это мертвое чтение. Это уже королевство Като. Яблоко. Если не любите читать, это признак, что вы уже вкусили яблоко и попали к Като. И как и вся Библия и другая литература, она как бы не обязательно, все основывается на свободе воли. Вы выбираете себе, что и как делать, как жить, во что превратиться. Да, есть наказание за проступки денежные или разные государственные. Да, есть система наказания невидимых, когда человека истязают и мучают внутри. Так что выбирайте сами. Но всегда помните, что от выбора зависят последствия, результаты, плоды как бы. И по плодам узнаете их. Я узнаю зло по плодам, уже даже наперед многое могу узнать, но это приходит не сразу. Это приходит только в 1945 году, когда берете Берлин и Рейхстаг, когда понимаете, что нельзя и что не можно. 9 мая. И вам даны вот некие понятия, за которыми вы скрываете свое невежество, лень и незнание родного языка. Это дьявол, сатана и тому подобные демоны да черти с бесами. Но все это есть просто слова, название того,
что в вас живет, что вами управляет, что и есть вы. Ведь вместо того, чтобы признать свою ошибку, или точнее дурь, вам нужно некое оправдание. Самое мерзкое, что некоторые в таких случаях не хотят даже исправлять ошибки, а идут на отпущение грехов, так называемых. Это вы делаете преступление не против Бога, некоего вами непонятного, а это вы делаете преступление против себя. Вы себе делаете зло, не борясь с ним, а повторяя зло, и думая, что какой-то дебил может вас простить за то, что вы делаете зло самому себе. Зло от этого никуда не денется, а вы будете его приумножать, и оно будет аккумулироваться до тех пор, пока не перейдет красную линию и не начнут звенеть звонки уже от смерти. 3 звонка. Если не услышали, значит уже пора, как говорится, на упокой дебилу. Его уже не исправить. Эта система вся библейская нужна для возможности понять зло, увидеть его, опознать, сделать выводы, защититься. Это и есть разум. Меч, которым можно овладеть и сражаться с демонами, бесами, чертями, сатаной и жидами. Огненный меч, как лазерный, с какими воюют джедаи в «Звездных войнах». Это можно назвать исправить ошибку, не повторять ее, а исправить, не делать ошибки, не делать дури. Понимая, что ошибка есть дурь по определению, тогда, когда вы не делаете в будущем ошибки, вы не делаете дури. Это значит, вы умнеете. Вы становитесь меньше дураком, чем были. Это путь исцеления. Он медленный, труден, но это он. Узкий путь. Да, вы не станете совершенным, этого и не надо. Это как путь к горизонту, идеал он должен быть недостижимый, главное это держать направление. Не в ад, а в рай, условно говоря. И вот для направления дуракам и дебилам дано множество пособий и инструментов. Я это место называю адом, но это тем самым место исправления и лечения. Преступники в тюрьме либо исправляются, либо становятся непоправимыми. Здесь шанс получают все. Главное это понять и начать следовать пути исцеления, что и есть слово «жить». Гид на литовском. А те все названия демоны, дьявол, бесы, черти, это и есть название наших же состояний, наших помыслов, наших поступков, как говорится, без попутов. Да, это так и есть. Злой дух, это злая программа, это вирус, это яд. Это жук, можно сказать, баг. Но оно не так себе попадает. Мы ее впускаем, иногда она запускается автоматически, иногда даже в нашей программе такое прописано. Главное, что мы делаем потом, как мы с этим справляемся. Вот об этом и есть история Великой Отечественной войны. Тот бес, безумие, назовем, нападает без предупреждения на мирно спящие города. Это происходит в нашей юности. Это, по-моему, тут как скрипт. Все проходят это, и потому после этого заражения за нами наблюдают, как мы справляемся с тем нашествием германцев, монголо-татар и другой нечисти, которая всегда связана с нашими мозгами. Я уже говорил, что демон это расчеловеченное и то, что из человека. Отход как бы. Зверь это и есть демон по сути. Человек перестает работать и мыслить мозгами, он становится управляем драйвером, зверем, своими желаниями, эмоциями, эго. Вот это и есть фашистский зверь. И это никакая не организация, на то не нужны специальные знаки и свастики, нет. Это психическое состояние. Это я называю психическим расстройством. Это больной. Демон – это больное состояние. Бес тоже больное состояние. Оно связано с демоном. Это состояние зомби. Он мертвый, мозг мертвый. Любой пьяный человек может быть в состоянии беса, демона и зверя. Просто мы на это не реагируем, мы этого не определяем нужным образом. Отсюда у нас та граница между мирами непроходима.
Я уже не раз говорил, что в мире никакого зла нет, кроме нас. Все зло в нас, и нам дано это понять. Мы проходим, каждый из нас, через то испытание дерева познания зла и добра. Не познав зло, мы не можем опознать и понять добро, что в большинстве случаев здесь есть только меньшее зло. А зло это всегда дурь и безумие. Вот то нападение Германии, это и есть заражение злом и безумием. И нас заразили алкоголем, деньгами, порнографией, наркотой. Все это зло, которое, если его не контролировать, превращает любую территорию и любое сообщество дураков в концлагерь смерти и ад. Так что сатана это такое же понятие из нашей жизни и весьма часто встречается. В нас сатана живет, и мы его часто видим, общаемся с ним, но не понимаем того, с кем мы имеем дело. У нас нет определения, нет разума, чтобы увидеть сатану. Мы не используем нам дано оружие для определения явлений, состояний. Мы живем в разных мирах, где явления одни, а определения другие и непонятны. Вы же слов не понимаете. А как можно жить в мире, который соткан из слов? В матрице и показали те зеленые циферки. Это же в принципе слова, коды. Мы живем в словах, но их не понимаем. Как думаете, насколько вы находитесь в сознании, если слово «сознание» означает «знание»? И какое у вас знание, если вы слов не понимаете и читать не можете? Насколько вы дееспособны, как думаете? Отвечу. Ваше состояние – это клады для мошенников и воров да бандитов. Недееспособное существо – это идеальная мишень и идеальный раб. Так что вам тут и ответы, почему вас отучили читать, отучили мыслить и Библию сделали непонятным чтивом. Дебил Буратино – находка для лисы Алисы и кота Базилио. Перед тем, как пройти до сатаны, напомню про дьявола. Оно связано со словом «да». Яволь. Дьяволь. Оно связано с понятием «через стену». Диавол. Оно связано с Божьей волей, с дебилом и пленником. Когда вы дебил, это надолго, и это означает плен. Когда вы находитесь в плену каких-то понятий, слов вам незнакомых, но которыми вы руководствуетесь, каких-то желаний подброшенных, сформированных, мечтаний, это и значит вы дурак. Вы делаете ошибки, и вы являетесь невольником. Если человек хромает без явных травм, знаете, это дебил. У него в голове непорядок. Это связано все, слабоумие и хромота, дурь и плен, все это одно слово, что-то пробралось через вашу стену, через вашу волю, через вашу firewall. Тем самым это и черт. Оседланность чертом – это оседланность прибылью, денежным мышлением, дурью, слабоумием. Все просто. Никакой мистики. Это просто психиатрия, детка. Денежное мышление – это и есть очевидный плен. Вы становитесь не самостоятельным. Думать перестаете, а только исполняете приказы от Оберкомандо дер Вермахта жидовского. И скачете по установленной схеме и распорядку концлагеря смерти, сами даже не понимая этого. Тут можно еще добавить, что наоборот дурак это каруд. Кар-уд. Клеймо, тавро, сорт овцы. Про скот, по-моему, уже говорил, что это такое и почему вы являетесь тем самым и скотом, крупным рогатым и овцами. Дурак сам по себе и есть овца, который приносит жертву. Так и описано, так и показано. Фильм «Апокалипта» привели на пирамиду ведь как овец. Как уже говорил, это тем самым и ислам. Надеюсь, больше не надо объяснять, для чего и кого ислам. И опять же, я не говорю об Коране. Коран это не ислам, как и Библия это не православие. Это произведение такого же ранга, объясняющее и дающее ключи для разума, но не для дебила. Так что идем к сатане. Тут надо вспомнить и то волшебное слово катана. Это я уже не раз говорил, есть сатана. Дерутся на катанах самураи и другие любители подраться в экранах. Это нам и показывает, что дерутся на сатанах. У одного сатана, у другого сатана. И вот теми сатанами они убивают и режут друг друга. Разные умы, разные состояния, которые показываются в фильмах как мужики или даже женщины. Вспомним Kill Bill.
Или у вас в вашей реальности, или даже в реальности Японии, там на каждом углу дерут с катанами? Да нет, никто теми катанами не дерется. И они не нужны, в принципе, бандерлогам. Как не нужны никакие кортики морским офицерам, но они их носят. Не для того, чтобы кого-то зарезать, а как символ. И катана — это символ сатаны. У того офицера или какого-нибудь чина при себе сатана. И могу вас уверить, сатана у нас у каждого присутствует. Так как это не человек или какое-либо существо, я это называю функция. Вот как меч — это функция, ведь так и сатана — это функция. Меч, он намекает на истину и слово, так оно и есть. Сатана связано тесно со словами. Оно по сути есть слово, все есть слово. А в литовском слово «жодис» это и есть понятие God is. Бог есть или Божий человек из Бога. Так что, наверное, само время переходить границу и начать в очередной раз приграничные бои с дурью и невежеством. Границу Германии вашей приходится переходить воздушным образом, как десант. СЛО апокалипсис. Начну с иврита. Это слово в иврите означает враг, оппонент, противник, противоположный, враждебный, расположенный напротив, обвинитель, обличитель. Тут можно, в принципе, и закончить. Все объяснено. Чтобы это все проще представить, возьмем то, что каждый дурак видел или знает. Наш суд и его систему. Не гражданский суд, а уголовный. Так как тут имеем дело с уголовниками, заключенными пожизненно, то это весьма будет понятно. В суде действует принципиально три силы. Адвокат – это защита, прокурор – это обвинение, и судья, который заслушивает доводы обеих сторон и выносит приговор. Теперь, чтобы еще лучше это разобрать, представьте, что тот суд, он у вас в голове. Судья – это ваш разум, который разбирает каждое дело ваше, взвешивая разные доводы и улики, и показания, и знания, и опыт, и другое. Так что тот прокурор, который выступает в суде, и тот ваш прокурор в голове, это и есть сатана. Задача его является представить дело в таком виде, чтобы покарать преступника, отмерить ему нужное наказание, тем самым сделать так, чтобы впредь преступника не захотел делать нарушение. Функция прокурора – охрана системы и наказание тем, кто нарушает равновесие системы. О самой системе не буду говорить. Система разная может быть, ад или рай, в зависимости, какое население шастает. Но согласитесь, что без прокурора тут никакого суда не было бы. Не было бы кому отдавать под суд. Все преступники ходили бы на свободе. Не было бы кому обвинять. В нашем обществе, когда легализовали все преступления, на самом деле никого и не отдают под суд уже. Кроме как дураков каких-нибудь. Главные преступники, они на свободе и живут припеваючи. Нет сатаны, нет обвинителя, который дурака не обвиняет ни в чем, а только потакает. Противник сатаны прокурора есть адвокат. Без него тоже суд не будет объективным. Нужны аргументы, доводы, что дурак не так виноват и может ему не надо голову рубить. Противовес сатане. Я когда-то смотрел некий сериал «Бессонница», очень растянут, все там правильно как бы подмечено, совсем согласен, особенно с последними словами «Боже, жги», тут ничего уже не исправить. И вот там в том сериале показали главную вещь, почему это общество стало таким. Там самый главный злодей был адвокат. Это было общество адвоката. У него нет оппонента. Все преступления, они узаконены. Виновных и преступников в таком обществе нет. И общество превращается вот в такое, что и показали. А показали наше общество. Тут также можно вспомнить фильм «Адвокат дьявола». Это о том же. Дьявол, он оправдывает все преступления. Это как бы и профессиональная обязанность, но тем самым это выходит за рамки, когда все за деньги. И тем самым прокурор за деньги. И судья за деньги. Как думаете, у вас будет какое-нибудь правосудие? В
таком обществе и в такой вашей голове, где все за деньги. А вот то мышление денежное, оно и значит, что у вас и судья за деньги подкупленный, и прокурор подкупленный за деньги, и адвокат, само собой. Это случилось и с головами бандерлогов, и вместе с тем и со всем обществом, и общественными институтами. Или вы как себе представляете, что институты те разные, откуда бандерлогов набирают, из нас же и набирают. И приходят туда уже дебилы и подкупленные, совращенные. Они туда затем и идут с самого начала, кроме единиц, которые наивны или придурковаты. Так что сатана фигура нужная, и без нее ни каждому из нас, ни обществу не обойтись, как не обошелся без сатаны герой фильма «Бульварное чтиво», который взял именно сатану, а сатанел и пошел кромсать шестиугольно-звездного офицера безопасности Израиля, который вместо безопасности занимался непотребными действиями в жопу, которыми занимаются с вами уже давно ваши политики, ваши профессора, ваши журналисты, ваши блогеры, ваши политологи, ваши полицейские, ваши судьи, ваши бизнесмены, ваши медики. Все это и олицетворяет тот Z и его компания в том заведении. Z — это воплощение педерастического безумного общества, королевства кривых зеркал, вроде полицейский, вроде бы безопасность, но оно не так. Отсюда у разумного человека давно должны были закрасться мысли, что тут что-то не так. И как раз недовольство заставило Буча освободиться, снять кляп со рта, освободиться от веревок, дать по морде чернокожему. Как думаете, возможно было такое освобождение, если бы Буча устраивало то положение? Нет, если бы у него не было сатаны, он бы покорно сидел и ждал своей очереди для трахания. И тут заходим еще дальше. Он не остановился на освобождении себя, он пошел дальше. Он выразил недовольство тем, что другого трахают. Он вступился с сатаной, со своим недовольством. Это уже некий альтруизм был показан, но через сатану. Опять же, помощь была бы невозможна, если сатана бы не завлек Буча даже за пределами своей свободы. Так что сатана может быть и злым явлением, но может сослужить добрую службу. Человек не будет помогать другому человеку, если он не будет испытывать недовольство положением этого другого человека. И те, кто думает, что христианин — это раб некий, который позволяет себя избивать и стоит на коленях перед жидами и берет в рот, он является египтянином, а не христианином. Он обманутый. Пример Буча — это и есть пример христианина. Он не только себя освободил, но и освободил другого. Это воин. Так в Библии говорится. Тот Z, можно сказать, это ментал и система воззрения этого мира, где есть власть, она ставит раком, все забирает, ракает мозги и так далее. Это не человек Z, это персонификация всей той гнилой системы лжи и обмана египетской, в которой вы живете и которой вы подставляете жопки регулярно, при этом имея рот заткнутый. А это и есть положение мьют, немой, немец и афон, зомби и мертвый. И поэтому трахали черного — это не расизм какой-то, нет, тут было показано взаимодействие белого человека, что есть разумный человек в переводе, и черного, невежды. И тут не цвет кожи важен, а состояние ума, разумность. Вы можете быть более-менее белой кожей, хотя таких уже очень мало, больше смуглые, но ваша кака-голова загажена, и вы по факту черный. Черные рабы, помните, это не про цвет кожи. Нет. Ложь и невежество — это и есть тьма. Это и есть тьма египетская. Это не физическая тьма, это энергетическая тьма. Это ложь и обман, который вы принимаете за свет и знание. Бандерлоги мертвые захотели обратно в свое королевство, царство египетское кривых зеркал, в обман, в смерть. Там приятнее, думать не надо, бежать не надо, в плену сыто, дают жрать яды, голова не работает, прекрасный рай. Здоровье плохое, но это нам не впервой.
Дети инвалиды и дебилы, наркоманы. Но это так и должно быть. Жиды вокруг и арабы. Это так должно быть. Это нормально. Наша власть нас бережет. Это вы о том зете вот говорите, да? Теперь, который вас трахает. Вас бережет, да. А это и есть то положение, когда вас трахают в жопу в фильме черного того. Будь слышите крики и сатанеет. И вот он вошел в комнату, и он видит то, что вижу я. Я вам рассказываю картину того, что с вами происходит. Но вы не слышите и не верите. Вы не только немые, но вы и слепые. Вы православные по сути. И я бы этим не гордился отнюдь. Или как думаете, тот черный Марселос Волос очень гордился тем, что с ним вытворял Зет? По-моему, он этим не гордился. И пожелал, чтобы единственный свидетель того позора убрался из города. А вы гордитесь, похоже, тем положением. Мычите даже от удовольствия. И слюни спускаете. Ну как, нравится вам, когда везде ложь галимая и все наоборот. Попривыкли ведь. На каждом углу ложь. Реклама — это же ложь всегда. Ее вон сколько. И медицина не лечит, а убивает из-за этого. Наука лжет и обманывает, поэтому и медицина не лечит, а убивает. А лгать и обманывать — это прибыльно. Вот вам алгоритм смерти. А вам все невдомек. У вас космические дали и Ормузский пролив. Да танцы-пляски ваших политиков важнее. Ведь там спасение, не так ли? За экраном. Вас придут из-за экрана и спасут. Кто? Агент Смит с жидами? Вы точно нормальный? Арабы да жиды вас спасут. А на кой вы им и как раб? Раб-зомби может спасти кого-нибудь. Вы им нужны только если вы шекели имеете, которые можно отнять, или как рабская сила. А так вы тут им не сдались. Жрать вам давать надо, какое-то подобие государства вам изображать, представление власти устраивать, плясать и врать вам, дуракам, обо всем, пока вам глотки режут. И сношает вас жопу не только вашу как оголовную, но и физическую жопу многим запихивают. И с судным процентом, что тоже есть в жопу. Оно так воюет, это жопное войско жидовское. Они само жопное и с другими обращаются по-жопски. Благо дураки вокруг в стране дураков, и никто ничего не понимает. И сатаны нет. Отобрали ваши катаны, надели очки виртуальной реальности, вы сложили свои катаны, погрузились в свои педерастические сны. Вам Торсунов какой-нибудь бухтит про женскую энергию, шарит по карманам и в жопу имеет. А вам ведь благодать, беды-веды, какуны-перуны, это все ваше. Это жопное общество себя насилует постоянно. Жертвоприношение на пирамиде иллюзий и жопства во всех формах. Вам же нравится, я знаю. Не нравилось бы, с катанами хотели бы. У Иисуса тоже была стычка с сатаной в пустыне. Он преодолел свои желания эгоистические. Это были желания Иуды, по сути. Богатство, власть и слава. Иуда был недоволен тем, как Иисус распоряжается силой. Это относится и к Иисусу СССРовичу. Ведь и говорят, что иуды предали СССР за шекели. Иисус, помните, это разум, здоровье и суть, смысл. Это чистый разум, который довольствуется очень малым и может легко одолеть то недовольство злого сатану, который требует больше заработать шекелей, купить дом, стать начальником, выбиться в люди. В Библии Иисус изображался босиком, бедным материально, но богатым духовно. Это пример, это идеал для становления человека. Мы не будем как Иисус, мы материальны. Нам нужна пища, нам нужна вода, нам нужна крыша над головой и тому подобное. Но стремиться к идеалу надо всегда. Отбрасывая ненужные требования, увеличение требований, ясно понимая меру, борясь с мором, что и есть по сути английское more. Больше, еще. Сказка о золотой рыбке – это об сатане. Старух. Вот это и есть зло и сатана. Мор, который требует мор, мне.
С ним надо бороться. Нельзя ему поддаваться, иначе ждет болезнь мором, а это смерть человека. Такое имеет и другую пользу. Уменьшая свои потребности, вы уменьшаете количество ядов из внешнего мира. Вы уменьшаете угрозу безумия и болезней. Вы отодвигаете границу с миром, что есть, помните, деньги и документ. Уменьшенные потребности уменьшают потребность в деньгах и в разного рода документах, оставляя вас более свободным. Как это кому-то не звучало парадоксально, но так и есть. Освобождаясь от зависимости от денег, от документов, вы как раз и освобождаетесь от тех веревок, которыми вас привязали к стулу в том заведении паука. Так что сатана это как прокурор, если так упростить, он обвиняет, он требует наказания по закону. В нашем духовном внутреннем мире это можно назвать угрызениями совести, или то всем, наверное, знакомое изъявление внутреннее, почему я такой неудачник, почему я не могу так, как другие, стать богатым или быть популярным. Это внутренняя укоризна, заставляющая иногда делать страшные вещи, если это вовремя не сконтролировать. Без внутреннего сатаны извне тоже много сатаны. В семье имеем сатану часто в форме жены, которая пилит, что, мол, дурак ты этакий, вон Сережа своровал, стал бизнесменом, а ты тюфяк. Опять же, иногда это может сослужить хорошую службу, но в большинстве случаев это убивает человека. Совесть, она ведь имеет дело с законами, с принципами некими, которые должны соблюдаться нами, и когда мы переступаем те границы, у нас появляются те угрызения, которые нам говорят, что мы, наверное, чего-то не то сделали. Угрызения совести могут довести человека до самоубийства. Вот это и есть смертная казнь, которую сам человек и совершает над собой. Его судья приходит к такому решению, и смертный приговор приводится в исполнение. Это работа сатаны, обвинителя. Не нашлось аргументов у адвоката никаких, или адвокат отсутствовал, или такое время, когда человека лишают адвоката, лишают защиты, лишают самообороны, и действуют так называемые тройки – судья, следователь и прокурор. А это означает, много смертных казней будет, сатана заберет много жертв. В военной сфере это может быть любой противник. В зависимости от состояния, то есть государство, которое воюет, у него противником являются разные другие состояния. Вот германское состояние, оно враждебно всему, так как это враждебность и отчужденность и есть в переводе. И система все за деньги. Это делает противником сатаной любое другое состояние. У русского противником выступает тоже определенное состояние, но это в очень обобщенной форме. Если перенести это понятие в более спокойные сферы, то критика, самокритика, критическое мышление, некое недовольство – это и есть также сатана. Прокурор, он ведь что? Он говорит и обвиняет, критикует поступок некий. Вот говорит, нехорошо сделал редиска, надо бы его за это наказать. Критика это то же самое, только без элемента суда конкретного и без конкретного наказания. Хотя наказание в этом случае тоже возможно. Осуждение некое, публичное, человек может стать изгоем. Как прекрасный пример такого это было описано в «Мастере и Маргарите». Мастера раскритиковали, не пустили его книжку, и он впал в депрессию и очутился в сумасшедшем доме. И это сатана тоже. Эта функция, я уже говорил, это не какое-то существо, это качество нашего ума. И это функция мозга, функция программы анализировать действия, давать им оценку, исправлять ошибки и тому подобное. Это может быть инструмент исцеления и умнения, развития. Но, как всегда, это может быть и инструментом убийств, смотря в каких руках это оказывается и как вы сами можете с ним управляться. Это как владение катаной. Вы либо умеете, либо не умеете, и можете не то что другого не убить, а себя убить. Катанами вспарывали, нам говорят, животы себе самураи. Харакири это называют. Да, нас уверяют, что оружие использовалось специальное, но можно использовать катану. Но главное при этом не само оружие, а то состояние психическое, которое приводит к использованию катаны вот в такой форме. Мысли, идеи, программы, они определяют наше поведение, нашу деятельность. И то, что творится в голове, оно важно и определяет, чего такого мы изображаем в материальном мире. Если в голове властвует сатана, то и результаты будут соответствующие. Почему оружие катаны дано японцам, отвечает название Япония. Об этом говорил. Японцам присуща сатана, то есть всем. Большинство. Большинство это всегда сатана.
Оно обвиняет, критикует и прижимает меньшинство, навязывает стандарты поведения, желания и требования. Это всегда нападение внешнего мира и большинства дурдома с его системой. Это матрица. И когда судья отсутствует, происходят страшные вещи в обществе и у человека в башке. Тот процесс самооценки, самокритики – это собственный сатана. Критика может быть внешней, она не так опасна, но вот если появился у вас внутренний сатана и начинает вас грызть и преследовать, то это выливается в те состояния, что мы называем стресс, депрессия и подобные состояния. Как с этим бороться, даны советы в Библии и в других пособиях для больных, но тут, как говорится, уже разум нужен. Без разума, судьи, никакого сатану не одолеете или превратитесь в дебила. Дебилу сатана не страшен, у него всегда все хорошо. Отсюда делают массовое обрезание, это дебилизация населения, так как в аду по-другому уж очень больно будет. А так вот живут в помойке с крысами, но через телевизор и очки виртуальной реальности получают объяснение, что это не так, а иллюзия состоит в великом народе, великой победе и великих ученых, да писателях и космосах. Ну, сами понимаете, что это такое и почему это делают со скотом обрезанным. И наркоты, и игрищ, чтобы зомби развлекались сами с собой. Ведь ваши проститутки – это ваши жены и дочери. Ведь те наркоманы – это ваши дети. Ведь рабы – это вы и ваши дети. Все вокруг вам устроено за счет вас самих. Неужто вы думали, что вас обслуживать будет кто-либо? Нет, самая главная иллюзия майя вот это и есть. Мол, тут современность и прогресс. А на выходе пинхед и ритмические действия тупым предметом в жопе. Я литовцев называю нимфоманами, которые каждые 4 года голосуют за продление анального секса, но по сути нимфоманами являются все так называемые народы свободного и современного демократического мира. Мир любителей ануса. Тут хотя бы так жестко на русском языке не цензурируют, а литовский канал снесли за ненависть, то есть за истину и называние вещей своими именами. Трупы я называю трупами, воров ворами, жидов жидами. А это, оказывается, нельзя. Трупы не любят, когда их трупами называют, жиды не любят, когда их называют жидами, а это одно и то же. Трупы и жиды. Вас трахают разными формами, а вы воете от удовольствия. Кто на стадионах, кто слушая очередного блогера, кто на концертах, кто уже на похоронах безвременно ушедшего бандерлога. И все у вас прекрасно и блестит, реклама сверкает, небоскребы стоят, все воют о потопах и изысканиях разных, но вот что-то тоже должно быть очевидно зомби, так это то, что их становится все меньше, и вой понемногу будет уменьшаться, так как воющих станет физически меньше. И вот как-то понять, что вам показывают фокусы просто для того, чтобы вы смотрели не в ту степь, на это нужен разум, которого здесь никто не хотел получить. Шекели все решат, не так ли, великие бандерлоги? Да нет, шекели сделают все, то есть зомби, как говорил Лохновский. И сделали ведь. Так как нет правильного сатаны, пропал, остался только адвокат. А критики, угрызений совести нет. А как вы будете исправлять ошибки и свою дурь в таком случае? Как вы будете делаться смелым и сильным, разумным, если у вас все и так хорошо? По телевизору? А это верный путь в смерть. Distraction is destruction. По телевизору вас сейчас убивают, потоп, детка, а это связано с насилием телевизии, если кто помнит то видео. Тванос на литовском. Для удобства можно того злого сатану, который устраивает мор для зомби и убивает, отделить от доброго сатаны. Можно того доброго не называть врагом даже, он вроде бы неприятель, но делает вам полезные вещи. Например, заставляет не выглядеть как свинья и свой храм оберегать, или еще получше заставляет сделать. Злого можно назвать сатаной, а доброго Иисусом или антихристом. Суть-то она такая и есть. Иисус есть сатана, многим обезьянам это враг, и того врага на крест отправили. Почему, как думаете, его отправили на крест? Почему СССР развалили? А потому как та система, она вражеская для зомби, демонов и жидов, то есть безумцев. Иисус все делал правильно, исходя из того, чтобы не навредить бандерлогам и не позволять вредить
один другому. Отсюда-то дружба народов и братство, и те правила, что нельзя там, значит, шуметь и чего-то. Может, это звучало уродом смешно, но это единственное возможное, чтобы избежать кровопролития в дурдоме. Все эти якобы неудобства и страшные дефициты и все остальное, с мелкими исключениями, были направлены на то, чтобы вы свое здоровье не подорвали. Думаете, вам тех машин не могли дать сколько хотите? Могли, но не давали. Это не надо бандерлогам. Пешком, на велосипедах, на автобусах и так далее. Это для вашего же здоровья. Вот это и есть пример доброго сатаны. Он вроде злой и враждебный, но плоды и результаты такие, что советское поколение более-менее еще на людей похоже во всех смыслах. А вот ваши друзья жиды и фашисты, они вам устроили геноцид, что и переводится как смерть от удовольствий. Вот почему Иисус СССРович для некоторых дебилов является врагом и сатаной по сути. Тут такое всегда, две стороны. Выбирайте, где вы. На реке Одер два берега. Советский или немецкий. Добрый сатана вас сделает здоровым и разумным, а злой сатана вас сделает больным, злым и зомби. По плодам узнаете их. По плодам и результатам своего тела и своей головы узнаете, с кем вы связались. Иные уже и не поймут, так как голову долой делает сатана, а сердце вырезает и голову долой. Вон показали в фильме «Апокалипто» процедуру ту. Все просто. Тут всегда война, так как это ад и тюрьма и психушка, и сами понимаете, что тут за контингент орудует. Мне очень нравится фильм «Последняя крепость». Там в тюрьме были бывшие солдаты, осужденные солдаты. Но они жили как мрази, без дисциплины. Они забыли, что они солдаты. И вот там появился генерал, который напомнил им, кто они есть. И те стали на людей походить, нашли смысл в жизни. Вот и здесь то же самое. Мы есть те солдаты, попавшие в плен, и этого забывать не надо. Иначе деградация и падение в обезьяну. И еще ниже, если будете себе позволять травиться и дуреть. Напомню, что противник и враг в иврите тоже есть слово «царь». Царь – это враг, и противник – это сатана в принципе. Это надзиратель за тюрьмой и психушкой, это главврач дурдома или начальник тюрьмы. В отношении больных и заключенных главврач и начальник тюрьмы есть враг и противник, хотя он просто содержит убогое и дебильное стадо в неком порядке. И вот тут у вас, дураки, два варианта, два сатаны. Один сатана капиталистический, смертельный, и второй Иисус, тоже враг и противник, но он сохранит вам здоровье, разум, и даже будете рады в той тюрьме и больнице, что побывали и пробыли срок без травм и увечий. Вот это и есть водораздел. Это и есть советское, социалистическое и фашистское капиталистическое. Либо-либо. Одер. Концлагерь смерти, либо колония поселения. Но чур в колонию поселения дебилов и зомби не впускают. Сами понимаете, этот контингент к Дахау, Освенцим и по другим своим Израилям. То понятие сатаны, сатан можно дальше разбирать на детали комплектующие. Я читаю это как сатан или шатан или сатаэн. Это загар, вид смуглого, загорелого через английский tan и французский sa. Этот tan читаю как тиан, или точнее анти, перебрасывая ти в конец. Английский муравей тоже получается ant. Это анти, вид анти. Это прекрасно подходит к понятию противника, врага. Это некое отрицание саму собой, это возможность ментальная победить себя. У нас должен быть противник, иначе мы никак бы не могли усовершенствовать себя, учиться, становиться сильнее. Тут есть и другая сторона медали. Это может сыграть и злую шутку. Вместо становления разумным человеком противник может затянуть в болото и убить. Если нет судьи, так и случается. С тем анти получаем и утку. Антис, напомню, в литовском это утка. А походу это анти, сатана и также истина. У сатаны истина. Морфеус в Матрице был сатана, и он не обещал ничего, кроме истины. И он появился у Нео потому, как Нео всю жизнь что-то подозревал, что-то его все время гложило, недовольство, неудовлетворенность. Я могу сказать так, когда вы не заливаете в себя психотропики, наркоту и другие препараты разных форм, вы всегда будете чувствовать себя неудовлетворенным, и это нормально в концлагере смерти. Из этого выйти можно только смертью мозгов или подключившись к энергии Берлина. Зомби выбирают легкий путь.
О другом они даже и не знают, не успевают узнать. Им даже никто об этом не говорит. Это Библию надо читать. Тан в иврите это шакал, дракон и морское чудище. Вид шакала, вид дракона, о чем есть видео. Тем самым это понятие дает и понятие дурака. Дуракон, дракон. У дурака часто бывает состояние сатаны. И последнее прочтение дает исчерпывающий, по-моему, ответ всем другим понятиям. Сата – это латынь, напрямую это растение, поле сеет, но через падеж сатис дает уже значение адекватный, достаточный, обильный, удовлетворенный, достаточный, наполненный, удовлетворительный, удовлетворяет, адекватно, достаточно, в избытке. Последнее «не» можно читать как «н» в вид или «не» как «нет». Сатана может быть в удовлетворении, в достатке, в избытке, в наполнении или в неудовлетворении, в дефиците, не в достатке, недостаточно. More, 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 больше, больше, больше. Да? Когда вы, например, думаете, что вы слабы, или вы дурак, или вы сделали ошибку, то это и есть сатана. Это функция мозга, которая держит вас в неудовлетворенном состоянии. Вам чего-то не хватает. А во время мора не хватает всего. Любви, дружбы, поддержки, шекелей, квартир, домов, женщин, машин, наркоты. Все это есть проявление сатаны. Самокритика и критика – это тоже есть выражение неудовлетворенности. Мы теперь живем в эпоху сатаны и всеобщей неудовлетворенности, системной и узаконенной неудовлетворенности. Нам всего не хватает. Иногда даже не хватает чего-то, чего мы даже и не понимаем. Это терзает и мучает человека. Сами понимаете, как оно влияет на психику. Мы сами собой недовольны, другие нами недовольны. Вот что есть сатана, и вот что есть катана, который убивает. Может самого самурая убить, а может другого. Тут главное на кого ту сатану навести. Когда в голове более-менее порядок, сатана-обвинитель может помочь. Например, вот показали Нео, Морфеус помог, разбудил, вытащил и натренировал, сделал сильным. Но это работает не всегда так. Это может и погубить, если это переходит в состояние мора. Больше, больше, мне, мое. Я помню, как я начал заниматься атлетической гимнастикой. Я был недоволен своим физическим состоянием, хотел стать сильнее. Это дало для меня неплохие результаты, которыми до сих пор пользуюсь. Еще можно некоторые вспомнить детали, но самое главное у меня случилось уже в состоянии зомби, когда я осознал, что со мной творится непонятно что, и это меня достало. И я был очень недоволен собой и решил просто бросить пить. Это тоже был сатана, можно назвать Морфеусом. И у меня появился Нео, я стал часто говорить «нет» и вспомнил очень много. И было много угрызений совести. Катана она такая, ничего не дается дешево и бесплатно, на все цена есть. Так что самое простое сатана – это есть неудовлетворенность. Люди сатанеют тогда, когда они не удовлетворены, неважно чем. Властью, подругой, друзьями, работой, заработком, состоянием здоровья. Революция – это состояние крайнего сатанизма, что и есть неудовлетворенность. Теперь и говорят сатанисты у власти, и сатана правит балом. Это все проще. Программа вызывает вот такое состояние у ботов, и боты сатанеют. Жиды, они всегда являются сатанистами. Это неудовлетворенное безумное существо. Подавленные, обрезанные, затюканные, подкаблучники. К таким ни Карлсон, ни Морфеус не прилетает. Им Израиль да Сара над ними, вот и вся жизнь. Еще парад в Умане и тюрьма на всю жизнь. Это рецидивисты. Их вам поэтому и обозначили как могли. Одели в униформу, пейсы дали, шляпы. Это вам написано «Ахтунг» – опасность. Это чужой из фильма. Не пытайтесь с ним дружить и лобызаться. Вам все в фильме показали. К такой неудовлетворенности я отношу и голод, и жажду. Это тоже рождает сатану. Любая неудовлетворенная потребность, даже наркоты, какой-нибудь сахара, кофе – это сатана. Отсюда мы и сталкиваемся с сатаной очень часто и постоянно находимся в неком поединке, в неком суде. Страшный суд, он идет всю нашу жизнь. Только мы этого не осознаем, будучи зомби.
Отсюда в наше время нам формируют много желаний разных, якобы давая большой выбор, но по сути это как раз и создается массово и организованно сатана. Большой и сильный эгрегор, разрушительный эгрегор, который массовые недовольства направит в нужное русло и делает нужные изменения массовые. Это как стадо буйволов, направленное Маугли, задавило и растоптало Шерхана. И та эмоция, то чувство зависти, это я отношу к сатане. Неудовлетворенность чаще всего возникает по поводу зависти. У кого-то есть, а у меня нет. У кого-то Феррари, а у меня Жигули. У кого-то талант, а у меня нет. Я различаю белую зависть и черную зависть. Одна позитивная и может принести благо человеку, если он завидует, но не зло, а направляет это на себя, делает усилия, чтобы достичь неких результатов. Например, завидую тем, кто может проплыть длинную дистанцию, и начинаю заниматься плаванием, чтобы тоже плыть дальше. Это идет на пользу мне и не причиняет зла никому вокруг, условно говоря. А можно завидовать так, что начинать желать зла другому, только потому, что он чего-то имеет, чего не имеешь ты. И нынешнее время и этим славится, все вокруг запитано черной ненавистью, неудовлетворенностью злой. Такой сатана и есть противник человека, а не зомби, и удаляет человека от Бога и себя. И, наверное, можете уже понять, что это лечится только разумом. Вы должны выходить из состояния дурака и зомби. Это путь к Богу и к себе. Отсюда-то функция сатаны есть функция Бога, можно сказать. Это некий путеводитель к Богу. Как Гитлер, по сути, тоже всех отправлял к Богу. Каратель, который направляет на путь истины дураков. Доводы сатаны должны покрывать адвокатские доводы, и решение должно принимать судья окончательное. Разум, разобрав каждое дело сатаны, каждое требование, соотнося это с пользой, со злом, с ответственностью, с соблюдением закона, с соблюдением нужды, соответствующим положением. Как объяснял персонаж в фильме «Кавказская пленница», я имею возможность купить козу, но не имею желания. Выпьем же за то, что наши желания совпадали с нашими возможностями. Это как раз об этом идет речь, об разумном подходе к требованиям сатаны. Эта неудовлетворенность проявляется по-разному в дурдоме. Самое простое – это просто сходят с ума, впадают в деменцию от наркоты. Вместо того, чтобы направить эту энергию в позитивное русло, например, бросить пить или заняться спортом, они начинают чего-то вытворять с собой, делать татуировки, прокалывают носы, становятся трансгендерами, пидорасами, бросаются во все тяжкие. Все это есть последствия неудовлетворенности. К ним Морфеус не залетает молнией и красной таблетки не дает. Вместо красной таблетки у них бухло, пиво, наркота и сахар с кофе. И нет никого вокруг, кто бы мог бы дать совет. Нет советских солдат. Вы в окружении жидов, немцев и германцев. Чужого. Зато шекелей много, и серебряные зубы клацают вокруг, и колючая проволока по периметру. В компьютерном мире SATA, Serial Advanced Technology Attachment, так называется некий интерфейс компьютерной шины, который соединяет адаптеры хост шины с устройствами хранения данных, такими как жесткие диски, оптические приводы и твердотелые накопители. Сатана, по сути, это некий интерфейс в нашем головном компьютере, который соединен с устройствами памяти. Угрызение совести, оно же связано с памятью нашей. Это бывает про прошлое. В общественном масштабе сатаной является отчетливо то явление, что мы называем PR, Public Relations, общественные отношения в прямом переводе. Нам переводят как отношения с обществом, но правильно переводит общественные отношения. И это все правильно, это общество жидов, арабов и зомби, оно основано на хуцпе, что и есть другое обозначение PR, или изнасилование, rape, наоборот. Все пиарятся, все эти говорящие головы, они пиарятся и шекель на этом собирают. Дословно через иврит пиар это и есть говорящая голова. Если это произносить на английском PR, слышим и слово пар, и слово язык речь врага. Ар, напомню, в иврите это враг. А слово пар есть в слове Париж, если что. Пар из. В иврите пар это бык. Ну а тут уже понимаем, что вместо врага можем ставить синонимы, получаем, что пиар это общественные отношения, речь, язык сатаны. Речь недовольства. Общественные отношения у нас в дурдоме, они основаны на враждебности, на паре, на пиаре, на недовольстве и хуцпе. Наоборот, то слово слышим как натас, сатан. У нас в Литве дают такие имена мальчикам даже, а девочкам дают имена номеда, что наоборот есть демон.
Я уже давно таким не удивляюсь, даже наша поэтесса в своем произведении писала: «Люди здесь темные и злые». Теперь эту поэтессу уничтожают, стирают из памяти бандерлогов манкуртовых. С тем словом «натос» можно провернуть вот такую операцию. Вместо «на» можно вставить «ал» в иврите или «over» в английском. Получаем «альтас» или «овертас». Альт — это и скрипка некая, и голос мальчиков и женщин — низкий голос. Овертас — это дает и английское слово overt — ясный, явный, открытый, очевидный. Оно можно совместить с понятием апокалипсиса. Это как раз и есть то, что обнажает и показывает. Сатана при апокалипсисе обязателен. И тут недалеко есть слово covert, тайный, скрытый. А это просто есть видеть ясно, видеть явно. See overt. У вас ведь все тайны это явные, очевидные, которые не видят только какоголовый. Хочешь здесь что-нибудь спрятать, поставь на самое людное место. Не заметит. Кстати, то понятие окна Авертона, по-моему, уже должны стать понятными. В этом названии и есть слово overt. Явно, ясно, открыто, очевидно, не прикрыто. Это тоже другое название апокалипсису. И сатана тут тоже присутствует. Недовольство, неудовлетворенность, она позволяет видеть реальность. Отсюда дураков превратили в зомби, чтобы избежать реальности и оставить положение вещей таким же. А положение есть таковое, что вы связаны, привязаны, с заткнутым ртом, и вас трахают. И в жопу, и в голову. Но телевизор показывает, что вы прекрасно себя чувствуете. И даже 40 лет успешно встаете с колен. Вот как работает матрица. И вот почему без сатаны, без катаны никак тут не разобраться в крысятнике нашем. Нужен нужен противник. И по жизни, и в обществе. Нужна критика, иначе зомби и не знает, что он зомби. И таким анти и является в том нашем дурацком понимании христианин, антихрист. Для зомби это зло и угроза, для человека это спасение. Буч в глазах Зета и его дружка выглядел как страшная угроза, как зло, а для черного жопотрахнутого он был спасителем. Всем не угодите, если будете угождать зомби и жидам, вы сами станете зомби и жидом. Вы не будете христианином, вы падете в крысу и раба. Так что смотри, Кутузов, не перепутай. Кстати, то слово «стэн», что встречается в названиях стран Казахстан, Пакистан и тому подобное, оно напрямую имеет связь с сатаной. И тот английский «стон», шок, потрясение, ошеломить, оно является выражением также неудовлетворения и того, что ясно видно в реальности. При Иисусе СССРовиче не было станов в СССР, станы были только вовне, а теперь стан заполз всюду. Астана в Казахстане, да, сатана. Сатана напрямую связана с горением, неудовлетворенность разжигает огонь в человеке, он начинает гореть изнутри. То понятие выгорания, это об этом и есть. Чем больше человек подвержен разным желаниям и требованиям, в том числе якобы своим, тем он больше горит синим пламенем. Пламя он начинает тушить психотропиками разными, и отсюда получаем зомби и общество сгоревших. И у кого есть еще мозги, должен видеть, что те разные желания и мечты, которые сжигают людей заживо, как в той церкви в фильме «Иди и смотри», оно организовано с умыслом и умышленно, и искусственно. Вот там и показали, согнали всех и разлили бензин и подожгли. Все показали правильно, только зомби не могут этого никак до сих пор понять, что их сожгли и детей заживо. Остались только головешки ходячие. Горение, оно напрямую связано со словом «горе», это в принципе то же самое. По сути, все это горе и есть. Захотелось дуракам хорошей жизни, вот и получили счет за нее. Счет есть, а жизни нет. Такое вот дело с сатаной и змеем, если впустил и не поставил жесткие рамки, как при Иисусе СССРовиче, то пиши пропало египтяне, каюк вам и вашим детям. Впустили врага к себе, змеюку в кровать взяли, обласкали, молочка дали и надеетесь, что та змеюка вас не укусит. Не на тех нарвались, как говорится. Жид понимает только один разговор, но на том языке у вас уже нет разговаривающих. Сами же и погубили солдат своих и мужчин. Феминизм и женская энергия Тарсунова победила. И разум, и честь, и совесть. Я бы сказал так, капитализм это патологическое и хроническое состояние недовольства. Во всех разрезах и социальных, и психологических. Отсюда постоянная война зомби, все против всех.
Страх из-за всего, из-за будущего, которого в принципе никакого нет. Мы живем без будущего. Страх за свое здоровье, за детей, за шекели, за работу, страх перед начальством, перед войной какой-то телевизорной. Это общество страха, тьмы, невежества и дураков. Страна дураков. И это не только про Россию, это по сути весь мир таков. Эгоистические фашистские порядки. Они звериные. Они заставляют человека умирать, либо превращаться в зверя. Зато надсмотра особого не надо, сами себя разрывают на части. Общество сконструировано во всем так, чтобы везде было недовольство. Бедные недовольны богатыми, везде специально сделано неравенство, чтобы вот это вот выплескивать черным гавахом. Мужчины недовольны собой и женщинами, женщины, само собой, недовольны собой и своей внешностью, и мужчинами. Дети недовольны родителями, родители недовольны детьми, старые недовольны молодыми, и молодые недовольны старыми. Везде, где берете что-нибудь, будет повод и причина недовольствия. Цены высокие, качество плохое, пивуны воют фигню, образование пропало, культура пропала. Как думаете, вот такое состояние куда ведет? И что это такое, вот такое постоянное состояние? А это и есть горение. Это огонь адовый. И это ад во всей красе. Кто не понимает, что такое ад, выгляните в окно, особенно если вы живете в большом городе. В больницу зайдите какую-нибудь, позырьте, как там. Кладбище посмотреть, на концерте какой-нибудь сходите, на зомби посмотреть. Все это тонет в адовом пламени, который вам не видим, но который можно чувствовать наличием большого количества невменяемых зомби. Это все закономерно. Яды, наркота, газы, бетон, асфальт, билеты в царство смерти, шум бандерлогов, крики, проблемы искусственные, сотворенные фашистами для лагеря смерти. Все это создает замкнутый круг ада, из которого выхода нет. Можете ездить куда хотите, но паровой котел он будет кипеть и вариться, пока не взорвется. Такое состояние может долго длиться. Пар должен выйти, и как он выйдет, мне трудно сказать. СВО не будет достаточно. С тем понятием сатаны поможет еще дополнительно разобраться английское слово desire. Желание, сильное желание, страсть, мечта. Сатана, он ведь по сути есть желание, неудовлетворенность, недовольство, есть ведь состояние некоего желания, страсти, но не получившего реализации по каким-нибудь объективным или субъективным причинам. Как бы предвестник сатаны, во всяком случае, есть желание. Нет желания, нет сатаны. Вот желаете наркоты какой-нибудь, кофейку или сахарку, или водочки, или еще чего покрепче. Пока вы с этим как-то справляетесь, сатаны нет. А только начинаете подсаживаться на иглу, впадаете в зависимость, желание все острее ощущается. Это не только с наркотой, это совсем так, с шекелями, с сексом. Например, неудовлетворенность наркомана получить дозу наркоты может вылиться в преступление, в ограбление и самоубийство. Вон как тут все просто оказывается. Все рядом, все близко. А вы смотрите куда-то в Ормузский пролив. Ваших детей убивает сатана, который действует не только через экраны, но и на дистанции вытянутой руки. И действует просто, формулируя желания, давая примеры, что есть стимул желания, мечты. Вон хотите быть похожими на какого-нибудь дикобраза? Делайте татуировки, вставляйте кольца в нос, наркоманьте, жрите водку, жрите кофе, жрите сахар. Это же вам запихивают с экранов, в магазинах, с рекламных счетов. Окружение это запихивает. Как думаете, что это за общество такое? Как ее можно назвать? Да, это сатанисты. Общество желаний и страстей, я это называю Содом. Тут Иисуса нет, тут только сатана. И машет смерть катаной, но длинной катаной. Косой называется. В литовском это дельгис, а наоборот это гладис. Счастливый есть. Счастливый мужчина через английский. Так вот, тот desire, я это читаю как desire или desire. Гнев Бога или гнев смерти. На английском или на латыни. Сатана, по сути, есть гнев Божий и гнев смерти. Так что осторожно со своими желаниями. Не впускайте сатану. Боритесь с помощью Иисуса. Перенаправляйте энергию ту в добро и пользу себе. И зла приходится творить добро, так как тут ничего больше и нет. Дам простой совет. Знаю, что это трудно для зомби, но хотя вы будете знать теорию. И если повезет, сможете это применить на практике и остаться в живых.
Когда вас одолевает некая страсть и желание, вот непременно хочется кофейку тяпнуть, вкусненько, с сигареткой или вейпиком, или другим ядом, постарайтесь вспомнить, что одно желание можно победить другим. Сатану, злое желание, которое приносит смерть, болезни и безумие, можно сразить с желанием от Иисуса, что есть разум, здоровье и суть. Разберите суть своего злого желания, если поймете, что это просто самоубийство и пользы для вас не будет, а только для жидов, которые на ваших болезнях и смерти наживаются. Вспомните, что это время вы можете потратить и с пользой себе. Например, вместо говнистого кофе или сигареты сделайте 20 приседаний, отжимов или выйдите в парк погулять. Можно легкую пробежку сделать. Даю слово, что вы дадите организму то, что ему надо. Не отравите его и будете чувствовать себя намного лучше, чем после того ядовитого кофе. Кофе расширяет мышцу сердца, это как искусственно увеличили обороты насоса. Кровь потекла больше, и это вам дало чувство наплыва энергии. Но это все временно и насильственно. Вы насилуете себя за свои деньги. А можно это просто устроить, подышав глубже. Что вы делаете, занимаясь зарядкой и на свежем воздухе? Вы себя накачали естественным электричеством без яда. Чем больше неудовлетворенных желаний формулирует человеку, тем больше он сатанеет, тем больше он депрессивен, стрессы, тем больше он горит и выгорает. А выгорает что у человека? Его заряд, его энергия. Он выгорает черным дымом гаваха, излучая ненависть, зависть и другие прекрасные эмоции в среду обитания, заражая радиоактивной пылью местность и поражая других бандерлогов невидимыми лучами. Если защиты разума нет огненной стены, ауры истины нет и нет Иисуса внутри, то вы превратитесь в то, что показали после бомбежки Хиросимы. Вы становитесь тенями на асфальте. Когда ваш заряд выгорает, вы погибаете. Сперва не физическое тело, а духовное. Ваша программа перестает действовать, вы лишаетесь души и связи, вы лишаетесь энергии, что и есть любовь. Это потеря себя полная и безвозвратная. Потом это ряды славного вермахта и служба в Египте рабом за шекель и наркоту. Рабство оно устраивается желаниями, рекламой и стимуляцией эго. На английском реклама есть слово advertisement, «адвертись разум», «ад» развращает разум. Вон прямая указка на королевство кривых зеркал. И то недовольство, оно ведь часто бывает, неудовлетворение собой, своим прикидом, своей наружностью, своими достижениями, своими качествами характера, которые несовместимы в экранах показываемыми. Там же вон какие веселые, умные, красивые, общительные, сколько много друзей и поклонников, а я что? Я вот такой неудачник. Как думаете, как это влияет особенно на молодого человека? Мы-то выросли, когда мало такого было. По телевизору хорошие примеры показывали, и мы общались с живыми людьми. Не с фальшивыми в большинстве. У них не было еще той потребности обмануть и получить шекель. А современным что делать, как себя формировать, по каким лекалам, на что смотреть? Вот такое поколение и растет. Это зомби, это продукт копирования, имитации. Наряду с химозой это создание чего-то нового. То человеческое выгорает и вылезает то черное и зубастое, что показали аж в 1979 году. Как раз перед тем, как добро улетело отсюда. Вместо себя вы получаете копию, которую вам показали в экране. Вы вычищаетесь из тела, и вместо вас туда приходит злой дух. Можете назвать это демоном, бесом или еще как-то. Вас изгоняют из вашего тела или заключают в подземелье, как показали в том фильме Стоунхерст Асайлум. В подсознание уходите вы. И выбраться оттуда очень трудно. Обратно. Вот о чем «Чужой» и многие другие фильмы. Человека, когда убивает, он становится мертвым, зомби. Это показали отчетливо в фильме «Государственная граница» 41-й. Во многих фильмах советских про войну разные солдаты или партизаны спрашивали у местных: «А у вас в деревне немцы есть?» Вы что думаете, у вермахта столько было солдат тех физических, чтобы в каждой деревне сидеть и охранять непонятно что? Нет, это про другое. В фильмах в городах всех были немцы в больших количествах. Это зомби, которые служат дьяволу. А немцы в деревне это по-другому. Немые, мертвые в жизни. По жизни. Это вопрос надо понимать, как у вас живые мертвецы есть?
Деревня понятие дает переход в жизнь через литовский, немецкий и иврит. Ну а немцы уже, сами понимаете, да, немые или мют, мут, мертвый. Вот о чем спрашивали, вот что есть враг, и они вон повсюду, в городах особенно, это гнездовье зомби, как и показывают в тех документальных фильмах, что вы называете фантастическими. Вы барьер не прошли между реальностью и своим сном, вы не пробудились, поэтому апокалиптические отворяющие глаза фильмы вы называете выдумкой. И это состояние не будущего показывает, а уже прошлого и настоящего. Когда вам чего показали, это значит уже присутствует. У вас задержка головная, долго доходит. Лагерь это и есть заторможенная голова. Медленно развивающаяся голова. Это и подтверждает, что вы в лагере, если никак не можете понять, что же такое вокруг происходит. И с большой вероятностью вы и есть зомби. Запомните, дураки египетские, у вас ничего нет, кроме вас себя. Что и есть ваша связь с сервером, душа и разум. Все остальное иллюзия и обман. Вот это единственное ценное сатана с дьяволом, дебилом и отнимают, а взамен вы получаете сладкий сон, иллюзию, наркоту и обман в формах разных шекелей, и как и любому дебилу вам все хорошо. Вам скоро докажут явно, что шекель не строит, не учит, не помогает, не улыбается и не печет хлеб, не дает напиться, не дружит, не любит. Вы до сих пор этого не поняли. Вот это вам и докажут на практике. Шекелей уйма, а пожрать нечего, вокруг яды. Ситуация короля Мида. Когда выгорает энергия, свет, что и есть любовь, что остается у Бандерлога? Правильно, остается тьма и нехватка энергии, и сильное желание той энергии заполучить каким-то образом. И тут ему даются много разных пополнителей энергии, от кофе, сахара до водки, пива, наркоты, шекелей. Это все заменители естественной энергии и любви. Все это наркотики, которые просто обрезают мозги, вводят в сон, и зомби готов на управление желаний и предложение удовлетворить те желания. Рабство вот так конструируется, для каждого индивидуально. Да, это системное, это матрица жидовская, но каждый сам приходит в Египет и надевает кандалы и цепи, как бы добровольно. Когда выгорает свет и остается тьма, там появляется то, что связано с нехваткой энергии и любви. Это звериное, это страх, это зависть, это ненависть. Ад – это место, где царит тьма, огонь и ненависть да зависть. То же самое и концлагерь смерти. Это по сути есть синоним ада или шеоля. Зависть, ненависть, страх сами по себе убивают. Это удары электромагнетические наносятся по психике, по душе, разрушают ее. И у того, кто это испускает, и тот, кто уходит, ходит в этом киселе ненависти, зависти, страха, без брони, без антирадиационной защиты. Вон в том фильме «Черная башня» это, в принципе, о том и показывали те удары. В концлагерь смерти попадают те, кто выгорел, отключил голову без связи с Творцом и на искусственных психотропиках искусственно подзаряжает тело. Но оно не может без энергии, той естественной. Это самообман. Тело начинает гнить. Чем больше вы закачиваете туда сахаров, кока-кол, кофе, водки и других энергетиков, тем быстрее тело разложится и подохнете под веселое улюлюканье жидов, которые получили много шекелей за такое. Они и есть арбайтюден, они работают на смерть, они работают так, чтобы концлагерь смерти убивал как можно больше. Это враг человечества, это враг разума, это дурь и безумие в воплощении физическом. И вот такие вот зомби, сделанные искусственно на ядах и лжи, они вступают на службу дьяволу и сатане и тоже начинают убивать и себя, и других. Вот как идет война-то. Вам невидимая. Вы же слепые, обрезанные. У вас в экранах все хорошо и мир прекрасен. Но это не так. Вокруг взрываются бомбы, летают пули, кричат раненые, хрипят умирающие. Вон в фильме «Гитлер капут» показали, как оно есть. Только за угол отъехал, и там боевые действия. Яркий пример твоей двойственности сатаны есть показано в фильме «Falling Down» «Падение» с Майклом Дугласом. Я еще когда-нибудь буду это разбирать, но вкратце зомби проснулся и вылез из машины на свет Божий. И прошелся по всему обществу, видя и замечая недостатки и изъяны, зло и безумие. Он открыто все это показал, что собой представляет этот мир американский, змеиный. Он показал истину, и он говорил истину. Но злом оказался он сам, а не то зло вокруг. Полицейский убил его.
Он служил злу, и он не стал разбираться со злом вокруг. Легче убить одного недовольного злом, чем в аду что-то менять. Не так ли, бандерлоги великие? Легче завалиться на бок и заснуть, думая, что все так прекрасно и так и должно быть, и менять здесь ничего совсем не надо. Пусть убивают, калечат, сжигают и детей. Мы сделаем вид, что это мы сами все устраиваем, и что это самое лучшее нам и нашим детям в концлагере смерти. Как и сделал парень из фильма «Жизнь прекрасна». Он сделал вид, что это не концлагерь смерти. Что нам и устроили теми разными развлечениями и наркотой. Заглушили разум и ослепили, чтобы не видеть ада и концлагеря смерти. Зачем думать и переживать, как говорили в новом дивном мире? Прими сому и нету драм. Сома — это был наркотик местный для местных зомби. И заканчивать буду, наверное, тем, может, кому знакомому названию шайтан. Это так называют сатану мусульмане, если не ошибаюсь. Это переводят заблуждение, отдаление. Это представитель категории злых духов, враждебных Аллаху и людям, если верить Википедии. Но сатаной уже, по-моему, объяснил, смотря в каких руках тот сатана и кто перед вами. Если вы зет и его подельник, да, это будет зло для вас. И с шайтаном то же самое, по-моему. Я это читаю как «шит-ан». Просто слово «щит» произнесено по-английски, как оно иногда произносят букву «и». Шайт. Ай. А вот слово само «щит» — это говно. «Ан» — это отрицание. Вместе получаем ассенизатор из говна. Синоним слова «ангел». Вот такое в нашем мире. Ангелы и демоны, как и говорил Пингхед. Для них мы ангелы, для других демоны. В системе отношений Буч, чернокожий Марселос, Зет, Буч был ангелом для Марселоса и шайтаном в отношении Зета. Христианин для зомби есть зло и шайтан. Для человека это есть ангел, несмотря что он ходит с сатаной или катаной. Добро и зло — это система координат, в которой блуждают зомби. У зомби все перевернуто, как и у дураков раков, все наоборот, что свет им тьма, что тьма им свет. В жизнь ведет только одна дорога, не может быть двух или трех. Только исправная антенна и связь с сервером, иначе зомби — это уже все дороги ведут в ад. И для зомби, у которого заткнули связь и перервали запитку энергии мозга, все будет всегда искривлено. Ему искривят экраны и жиды, которые, пользуясь тем, что зомби ничего не понимает, наврут ему и сгнобят, поставят на колени у реки Нила в Египте, да так, что дурак и не будет подозревать, что он стоит раком, и его отделывают через жопу. Ему это объяснят экономическими санкциями, отношениями, финансовыми инструментами, прогрессом и другими всеми этими вашими, значит, жидовскими разговорами. Свет и тьма, жизнь и смерть. Выбирайте берег реки Одер, пока не поздно. Еще вариант этого шайтан через английский шай и анти. Это нескромный, нескромность. Очень это присуще эгоизму, юдаизму, фашизму. Опять же двойственность шайтана. Хуцпа — это наше все, не так ли, египтяне израильские? И самая великая хуцпа всех времен и народов — это великая победа. Она принесла столько бед и столько вет, что никакая война не сравнится. Дураков обманули, угнали в рабство, но внедрили, что значит дураки в книжках и экранах, победили то рабство, и того рабства нет от слова совсем. Но рабы и дураки забыли одно правило: по плодам узнаете их. Если у вас зеленое, прыгает, квакает и выглядит как лягушка, то это почти 100% и есть лягушка. Но вы ведь самые великие ученые, самые развитые, вы сомневаетесь? Телевизор же не сказал, и жиды не сказали концлагерные, что это рабство. Вот ведь как у дураков обтяпали. Попы не сказали, жиды не сказали. Ну, значит, и ладно, это не лягушка. Мы же народ темный, шуганутый, обрезанный. Мы вон на парад победы посмотрели и поверили. Встали, завелись и пошли. Маршал Сталин. Дорогой друг, запомни, на свете ничего не меняется до тех пор, пока кто-то не начинает менять. И других способов что-либо изменить просто не существует. А ты все сгладил, всех успокоил своей липой.